Итак, это снова Илья. Поговорим сегодня о том, почему психология – это лженаука. Даже не лженаука, а то, что вообще к науке не имеет никакого отношения. Дело в том, что поведение любого человека, живущего в определенной культурной среде, в первую очередь рассматривается с позиции этой культурной среды. То есть поведение определяется некими ценностями, да, в кавычках этой среды. Под ценностями я понимаю то, на что большинство людей тратит большую часть своих сил. Учитывая это, было бы лукавством заявлять, допустим, что деньги якобы не относятся к разряду этих ценностей. Любой психолог занимается адаптацией, в кавычках, поведения человека к определенному обществу, потому что представление адаптируемого о самом себе выстроилось на представлениях этого же общества. То есть психология как наука, в кавычках, это абсолютно декоративное общественное понятие, не имеющее ничего общего с научным подходом к познанию действительности. В психологии отсутствует даже предмет изучения, тогда как у объективных наук существует, соответственно, предмет изучения. Наука занимается выявлением закономерностей в тех или иных явлениях, которые измеряются объективными признаками. Но суть психологии и отношений большинства людей к ней в современном обществе строится на представлении о человеке как о том, кто должен соответствовать неким стандартам поведения. Стандартам в кавычках, естественно. И эти стандарты имеют непосредственное отношение к культуре конкретной среды. То есть человек, обращаясь к так называемым психологам, считает себя несоответствующим усредненным шаблонам нормальности, в кавычках, в конкретной среде. И этот самый психолог будет адаптировать его к этой среде. Хотя сама проблема человека заключается в конфликте себя настоящего с представлением о самом себе, сформированном этой же социальной средой. Психология как наука решает, в кавычках, проблему человека, которую сама же и создает. Если взять излюбленную психологическую теорию о какой-то детской травме, которая якобы предопределяет всю дальнейшую жизнь человека, то получается, что реалистичный взгляд человека на происходящее предопределен этой травмой. Но это попахивает явным бредом. Про человека, считавшего, что все человеческое поведение обусловлено его половым инстинктом, я говорить не буду, ведь с ним и так все ясно. Это постоянная отсылка человека к прошлому, один из главных признаков научной несостоятельности психологии. Эта теория детских травм придает респектабельности образу психологии в глазах наивного обывателя, как бы говоря ему: ключ к твоей полноценности находится в руках у психолога, и чтобы заполучить его, ты должен положить ему в карман энную сумму денег. Психология не решает проблемы, а создает их. Существуют ли вообще психологические проблемы как таковые? Это большой вопрос. С позиции психологии выгодно представлять эти проблемы как объективные. То есть, если человек чувствует в себе некую проблему, не связанную с физиологией,
то это обязательно находится в компетенции так называемого психолога. Психологии выгодно, чтобы человек думал, что с ним что-то не так. То есть, если руководствоваться такой логикой, то получается, что есть некая норма и отклонение от этой нормы. Но каковы объективные признаки нормы? На этот вопрос вам вряд ли ответят психологи. Проблема заключается в существовании самой психологии, и она, как любая псевдонаучная область, пытается присвоить себе право навязывать свое представление о том, что является нормой для человека, а что ей не является. На самом деле психология, так называемая, это одна из индустрий общества потребления. Психологических проблем с позиции здравого смысла не существует, так как психология, представляемая в качестве науки, сама является большой проблемой, и проблемы она создает сама, но ничего не решает, да и не призвана ничего решать. Все так называемые «проблемы», в кавычках, которые берется решать психология, порождаются еще и обществом потребления, и сама психология проистекает из идеологии такого общества. Она предлагает некие услуги, купив которые человек может получить некий результат. Так же, как и попы в церквях, психологи берутся решать сложности человека только при помощи псевдонаучных знаний. Они не трясут кадилом, выглядят респектабельно и всегда могут занять покупателя их услуги увещевающими беседами. В чем заключается основополагающий фейк психологии? Основополагающий фейк психологии, позволяющий ей до сих пор выманивать из людей их денежные средства, это теория о том, что существует некая причина человеческого состояния, которую психология озвучивает как объективно существующую. Но никаких объективных доводов в пользу такой теории не существует. Если, допустим, рассмотреть такую психологическую теорию на примере некой, в кавычках, детской травмы, да, с позиции психологии такая травма предопределяет в дальнейшем реакции человека на внешние раздражители. Тогда по этой логике для человека не должно существовать реальности. Он все время должен прорабатывать какую-то там детскую травму. Да? Тогда получается, что мозги ему и вовсе не нужны. Он должен идти к психологу для решения данной проблемы. Если человек не может сам осмыслить свое положение в жизни, то никто ему не поможет, тем более психолог. Респектабельность психологов строится исключительно на образе некоего специалиста, в кавычках, в сферу компетенции которого входит умение улучшать психологическое состояние человека. При том, что психолог не сможет определить объективные причины его состояния. Это своего рода маг современного общества, который знает якобы человека лучше, чем сам человек. Получается, что с точки зрения психологии никакого контекста событий в жизни человека не существует. Есть только прошлое и будущее. События в прошлом с позиции психологии определяют будущее. Но чтобы это будущее было достаточно светлым, нужно сходить к психологу. Востребованность психологии построена исключительно на социальной рекламе, которая имеет свое влияние по причине обыкновения человека не думать своей головой.
Заслуга психологии заключается лишь в способности убедить человека в том, что некий психолог знает человека лучше, чем он сам. Тем, что он якобы более компетентен в вопросах, в решении которых на самом деле человеку дается возможность пользоваться своими мозгами самостоятельно, без вмешательства так называемой психологии.